Всем привет, друзья! Меня зовут Арсений, и сегодня я расскажу о методе, который позволяет достичь стопроцентной продуктивности. Этот метод называется режим действия. На самом деле режим действия – это логическое продолжение видео про постановку цели. Потому что сама по себе постановка цели – вещь довольно бесполезная. Какая бы ни была красивая и замечательная цель, если ты не предпринимаешь действий, которые приближают тебя к этой цели, то, в общем-то, в этом нет никакого смысла. И то же самое касается и действия, у которого нет никакой цели. Совершая бесцельные действия, вы рискуете просто потратить свою энергию впустую. И я хочу поделиться с вами методикой, с помощью которой вы за несколько часов сделаете больше, чем за несколько дней или даже недель. У нас есть, грубо говоря, 4 уровня чувственного восприятия. Думаю, говорю, делаю, чувствую. Первый уровень – это мысли. Думаем мы постоянно, без остановки и, как правило, абсолютно бесконтрольно. 90% процессов в нашем мозге протекает бессознательно, а у кого-то все 100. Второй уровень – это слова. Тут картина немного получше, хотя многие говорят также много, бесконтрольно и неосознанно. То, что называется словесным поносом. И толку от этого тоже немного. И третий уровень – это действие. И как показывает практика, до сюда доходят очень немногие. Чаще всего все заканчивается либо на мыслях, либо на разговорах. Как часто бывает такое, что мы думаем: «О, неплохо было бы что-то сделать», и не делаем. Или нам в голову приходит какая-то гениальная идея – создать какой-нибудь проект или бизнес или что-нибудь такое. И мы даже начинаем рассказывать об этой идее другим людям. Мы говорим: «Вот, прикинь, такая идея», и люди нас даже поддерживают. И здесь, кстати, кроется другая опасность. Есть такой побочный эффект, когда мы рассказываем кому-то о том, что собираемся сделать, мозг как бы ставит галочку, что частично эта задача выполнена, и до действий вообще не доходит. И моя методика, режим действия, заключается в том, чтобы вычеркнуть мысли и слова и всю свою энергию сфокусировать на действиях. И для того, чтобы войти в этот режим, первое, что необходимо сделать, это составить список дел. Выписать туда все, что вам нужно сделать. Помыть посуду, позвонить бабушке, смазать петли на двери, чтобы они не скрипели, или написать бизнес-план, курсовую, в общем, что угодно. У каждого человека на самом деле на заднем плане есть багаж дел, которые ему необходимо сделать, и которые мы чаще всего откладываем в долгий ящик. И, кстати говоря, эти дела, как правило, являются самыми важными для нас. В общем, смысл в том, чтобы выписать все эти дела. Вы и так их прекрасно знаете. После того, как у вас будет список, расставьте приоритеты. Тут мы можем вернуться к видео про постановку цели и, глядя на каждое дело, просто задавать себе вопрос: вот это действие приближает меня к моим целям? Если да, значит прекрасно, ставим его вверх. Если нет, то зачем вам тратить на это время? Таким образом, вы расставляете дела по приоритету. Здесь я рекомендую первым делом поставить самое сложное и самое ответственное дело. Может быть, сделать какой-нибудь важный звонок, который вы давно откладываете, или что-то в этом духе. И когда у вас будет список ваших дел, не рассматривайте его в целом, как большой список дел, которые вам нужно сделать. Сфокусируйте все свое внимание на первом деле. И отбросьте все остальные, просто не думайте об этом. Вы все равно не сможете делать 2 дела одновременно. Поэтому направьте все свое внимание на одно дело. Сфокусируйтесь на том действии, которое вам нужно сделать, и сделайте его наконец. И таким образом отсекайте одно дело за один раз. И не позволяйте, самое главное, не позволяйте мыслям и словам проникать в вашу деятельность. На самом деле это очень просто и это очень эффективно. И какие важные моменты нужно учитывать? Первое, что нужно учитывать, это то, что действовать нужно сейчас. На самом деле вы никогда не сможете что-то сделать в другое время, кроме как сейчас.
Поэтому просто выбросите из своего лексикона такие слова, как «потом», «завтра», «с понедельника» и так далее. Сфокусируйтесь на настоящем моменте, потому что только здесь вы можете предпринимать какие-либо действия. Во-вторых, разбивайте на подзадачи. То есть, если цель слишком большая, например, написать курсовую, разбейте ее на несколько более мелких дел. То есть, составить план, написать вступление и так далее. Мозгу так будет гораздо легче выполнять эти мелкие задачи. И в-третьих, и это на самом деле самое главное в режиме действия, это будьте смелее. Я говорю о том, чтобы не бояться ошибок. Как часто мы ничего не делаем из-за того, что думаем, а вдруг у меня не получится, а что обо мне подумают другие и так далее. Но вы поймите, что совершать ошибки – это совершенно нормально и естественно для человека. Более того, именно на ошибках мы учимся, и именно благодаря им мы становимся лучше. Дело в том, что какими бы обширными знаниями, масштабным мышлением или интуицией вы не обладали, вы никогда не сможете предугадать всего. Путь из той точки, где вы находитесь сейчас, до вашей цели очень редко бывает похож на прямую линию. Чаще всего он похож на запутанный клубок, и вы не узнаете, каким путем вы дойдете до вашей цели, пока не начнете тянуть за ниточку. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Что-то получилось – хорошо, что-то не получилось – тоже хорошо, вы приобрели бесценный опыт. В этом смысле мне нравится утверждение, которое говорит, что нету пути к счастью. Путь и есть счастье. Поэтому, друзья, не бойтесь совершать ошибки, действуйте, получайте удовольствие от вашего пути. Берегите себя и всем мир.